Моя психика не справляется с этим волнением, приходит на помощь симптом как кашель. И я не понимаю, как мне с вами взаимодействовать. За собой какие-то симптомы, тот же кашель, и он начинает фиксировать на этом внимание. А что если я еще не выздоровел? А что если еще что-то осталось? Здравствуйте, с вами практический психолог Елена Холопурдина, и сегодня у нас по многочисленным просьбам тема ларингоневроз. Невротический кашель, психогенный кашель, невроз глотки. Давайте разбираться, что же это за кашель, который вызван психологическими причинами. Основные критерии – это несоответствие жалоб клинической картине пациента. Когда человек вдоль и поперек обследован врачами и никаких патологий легких не выявлено. То есть невротический кашель, ларингоневроз абсолютно не связан с патологией легочной системы. Второй критерий – это психогенный кашель всегда сухой. И третий критерий – это когда противокашлевые препараты не действуют на этот кашель. Чаще всего ларингоневрозу подвержены дети, потому что в детском возрасте психика еще неустойчивая, она формируется, устанавливается, закладываются глобальные психические процессы, какие факторы могут повлиять на проявление психогенного кашля. Первое, конечно же, самое главное, это ссоры между родителями. Ребенок всегда очень остро переживает такие моменты, даже если он вам этого не показывает. Ребенок, который переживает все в себе, обязательно через время проявится это симптоматикой какой-то или проблемами со здоровьем. Это чрезмерные интеллектуальные нагрузки. Нужно соизмерять способности, возможности ребенка определенного возраста с нагрузками интеллектуальными. Также у ребенка могут быть проблемы в школе. Обратите внимание, если каждый день перед школой у него начинается кашель, возможно, здесь стоит посмотреть глубже. Один из факторов также страх перед наказанием строгих взрослых, папы или мамы, когда ребенок очень боится наказания, и тем самым его психика выдает такую реакцию, как кашель. И, конечно же, нельзя исключать гормональную перестройку. Если ребенок уже в возрасте 11-12 лет, то вы должны понимать, что начинается переходной возраст. И про детей мы поговорили. Давайте теперь поговорим про взрослых. Какой может быть невротический кашель? Один из вариантов – это навязчивое покашливание в течение дня. Когда человек и покашливает, его уже это начинает раздражать, и он начинает фиксировать на этом внимание. Очень часто это бывает после перенесенной какой-то болезни. Когда человек восстанавливается после болезни, он начинает замечать за собой какие-то симптомы, тот же кашель, и он начинает фиксировать на этом внимание. А что если я еще не выздоровел? А что если еще что-то осталось? И начинает сканировать свое тело, отслеживать на наличие симптоматики. На этом зацикливает, фокусирует свое внимание. Также очень большую роль для тревожно-мнительных типов личности играет эффект зеркала. Это когда у знакомого или у родственника была серьезная болезнь, и человек переносит на себя симптомы этой болезни и начинает обратно же очень внимательно и сосредоточенно выискивать у себя симптомы в качестве подтверждения или опровержения этой болезни. Тут мы должны понимать, что нужна работа с тревожным состоянием. Следующий вид кашля – это истерический кашель, когда человек демонстративно обращает на себя внимание. Но не нужно думать, что человек это делает специально. Это все происходит неосознанно на подсознательном уровне. Так его склад личности умеет проявлять себя. Когда начинается истерический кашель, тем самым он обращает на себя внимание, взывает о помощи.
и не словесно требует поддержки и помощи, а с помощью демонстрации своего бессилия, своей беспомощности. Посмотрите, я слабый, посмотрите, мне плохо, поймите меня, примите меня, поддержите меня. Вот так вот истерические типы личности могут проявлять свои просьбы неосознанным образом. Еще очень важный момент, когда невротический кашель защищает от принятия решения. Когда человеку очень тяжело, страшно, боязно принять решение, невротический кашель выступает защитной функцией, призывает на помощь близкого или другого человека, который берет на себя ответственность и принимает ответственность. То есть невротический кашель перекладывает ответственность за принятие решения с меня на другого. И мне становится от этого легче. Все. Если это срабатывает, наша психика запоминает и начинает его применять все чаще и чаще. Также невротический кашель, в особенности сильные приступы кашлевые, могут проявляться при ответственном мероприятии, когда человеку нужно выступать на публике или нужно сдать экзамен, пройти собеседование, предстоит какая-то важная решающая встреча. Опять же, этот кашель как симптом облегчает мое состояние. То есть я настолько переживаю и волнуюсь перед предстоящим выступлением, что моя психика не справляется с этим волнением, приходит на помощь симптом как кашель, да, и спасает меня от этого волнения. Как? Возможно, отодвигая время, либо перенося на другой день. То есть этот симптом — это не враг, важно понять, как он работает и от чего он вас защищает. Если рассматривать с точки зрения психосоматики, что такое невротический психогенный кашель, здесь можно проследить явную взаимосвязь, когда человек очень критично настроен по отношению к себе, то есть у него присутствует ярко выраженная самокритика, внутренний критик. Кто это внутренний критик? Это суперэго, который ему говорит: ты неправильно сделал, надо было по-другому сделать или надо было лучше, да? Когда присутствует болезненный перфекционизм, когда человек очень сильно ругает себя за то, что он сделал не так или мог бы сделать лучше. Также может проявляться раздражение, раздражительность, когда вы не вмещаетесь в мою картину мира, вы ведете себя неправильно, не так, и я не понимаю, как мне с вами взаимодействовать. Допустим, я считаю, что вы должны вести себя очень дружелюбно и уважительно ко мне, а вы периодически забываетесь и действуете в своих интересах, ущемляя мои интересы, и это меня ужасно раздражает, и я не знаю, что мне с этим делать. Вот тут тоже можно просматривать вот эту вот глубокую взаимосвязь, да, о том, как наши эмоции, мысли, наше реагирование, наши реакции отражаются нашим телом и выдают какие-то симптомы. Это относится, кстати, не только к невротическому кашлю, но и к другим разным симптомам. Можете понаблюдать за собой, да, поискать свои вот эти крючки и зацепки, на что вы наиболее болезненно реагируете, скажем так. Что поможет в данном случае? Дыхательные техники, дыхательная гимнастика. Пробуйте разные техники, разные варианты на себе и подбирайте самую комфортную для вас. То же самое релаксации. Выбирайте релаксацию, которая подходит именно для вас. И, конечно же, работа с психологом. Первое — это снижение напряжения и тревожного состояния. И второе — это возможность увидеть те крючки, те механизмы, которые активизируют ваше поведение. Вот эту взаимосвязь вашего поведения, реакции, эмоций на других людей, на события в жизни. И как оно все проявляется, выражается в каких-то симптомах
или в каких-то проблемах. Это все поможет решить и разобрать вам грамотный психолог. Записывайтесь ко мне на консультации, я с удовольствием помогу вам разобраться в ваших проблемах. До новых встреч, не забудьте поставить колокольчик, чтобы не пропустить новые видео.